Всем привет! В этом уроке я предлагаю поработать со структурой наших файлов и папок. У нас потихонечку разрастается количество роутов и разрастается количество страниц. Вот в такой ситуации вам может захотеться разложить их по папкам. Ну вот, например, странички в Pages можно разделить на 3 категории, как я вижу. Это что-то связано с авторизацией, это что-то связанное непосредственно с идеями, и всякие прочие странички, ну, в данном случае not found page, можно положить в папку other. Вот. Давайте подвигаем эти папки. Значит, sign in у нас идет в папку other. Пути просим перезаписать. Ой, я все перепутал. Sign in должен идти в папку else. Передвинули. Пути просим перезаписать. Sign out в папку out. Sign up в папку out. Да. Потом edit idea page в ideas. All idea page в ideas. Not found page в other. New idea page в ideas. И view idea page в ideas. Давайте посмотрим, все ли у нас правильно. В ideas все связано с идеями, в авторизации все связано с авторизацией. Отлично. Вообще я что рекомендую? По ходу разрастания проекта только тогда и начинайте все раскидывать по каким-то дополнительным папкам. Вот. С самого начала оставляйте структуру как можно более плоской, и раньше времени не надо ее усложнять, потому что есть большая вероятность, что вы этим себе жизнь только усложните. В то же время это может касаться и папок lib, utils. Это всего лишь папки, они не сильно определяют архитектуру вашего проекта. Вот, если кто-то говорит, что надо обязательно делать так или так, ну, это неправда. Должно быть просто вам удобно и должно быть понятно, что где лежит. Вот, иногда я делаю так. Бывает, когда проект разрастается, я вообще отменяю папки там lib и utils, у меня становится папка services, и все связанное с пользователем лежит в ней, включая и его хелперы, и его роуты, а все связанное, не знаю, с какими-нибудь e-mail'ами в сервисе emails, и там лежат и шаблоны писем, и функции для отправки и прочее. Вот, просто следите за тем, что в вашем проекте, и чтобы оно было удобно организовано. Вы просто будете это чувствовать, и ничего не мешает в один момент сесть и все перетасовать, как вам будет удобно теперь. Ну и давайте то же самое сделаем для роутов на бэкэнде. У нас тоже здесь логично есть папка ideas, в которую мы положим update idea, create idea, get idea и get ideas. Так, и давайте создадим папку, ну, точно так же, else, get me, sign in и sign up. Так, хорошо. Проверим, все ли на своих местах. Все на своих местах. Нам нужно файлик индекс переопределить, но у нас к этому должен быть готов. Да, он у нас сразу был умным и был готов к вложенным папкам. Хорошо. Сохраняем. Проверим типы. Давайте сначала типы бэкэнда. Все стало плохо. Ну да, мы сюда передвинули, и у нас съехал TRPC, он теперь на папку выше. Ну хорошо, давайте поправим. Вы знаете, на самом деле в вашем проекте можно сделать так, чтобы пути были не через точечки, а, например, вы бы от корня писали, вот в таком стиле. Но раньше, чем вы подключите всякие тесты с джестом, всякие билдеры и прочее, я думаю, мы этого делать не будем, потому что вот с этими кастомными путями нужно дружить многие технологии, и не факт, что они с ними подружатся. Вот, надо
смотреть. Давайте поэтому сначала все реализуем, а потом займемся тем, чтобы сделать определение путей более удобным. Пока и так хорошо. Тем более обычно вы используете автоимпорт, и автоимпорт работает отлично. Вот этот вот способ, он самый надежный. Возможно, не очень удобен в поддержании и реструктуризации файлов. В остальном в нем нет никаких проблем. Так, типы бэкэнд работают. Что с типами фронтенда? Похожие проблемы. Да. Роутер IDS. Ага. Точка. Ну-ка. Ладно, этому не верим, тут все нормально было с типами. Идем дальше. Роутер ALS. Роутер out. Роутер out. Роутер out. Так, еще раз типы проверим. Может, что-то упустили. Ладно, а если сразу хором типы проверить? Хорошо, проверим. Бэкэнд работает, фронтенд работает. С точки зрения нашего фронта. Ага. Еще и на стиле нам наругались. Хорошо, что стилей у нас немного. Ставлю это тоже подальше. Молодец, поищешь еще стили. Угу. Тут вроде стилей нет. Так, проверим. Чего? Ага. Да, все, проект работает, типы работают. Сейчас PNWDEV. Да, все работает. Отлично. Ну, в общем, файлы реорганизовали. Можете периодически к этому делу возвращаться, наблюдать, что что-то разрослось, это распределять, сортировать по-другому и так далее. Вот, всех благодарю. Можем двигаться дальше.